Когда ты моргаешь, ты не замечаешь, как исчезает мир. А теперь представь, что каждое твое восприятие– это не реальность, а ее модель. Упрощенная, приспособленная и, возможно, сгенерированная. Сегодня я поделюсь с тобой одной идеей, которая может пошатнуть твое представление о том, где ты живешь и кто принимает за тебя решения. Ты думаешь, ты проснулся утром, сделал все дела, вернулся домой, приготовил поесть, включил это видео. Но, возможно, это не ты сделал, а та модель тебя, которая должна была по чьему-то замыслу это сделать, как часть эксперимента, как тестовый прогон в симуляции. Это не фантастика, это гипотеза, которую сегодня обсуждают не только футурологи, но и философы, физики, IT-инженеры и даже экономисты. Если ты живешь в симуляции, как ты об этом узнаешь? И главное, зачем тебя туда поместили? Впервые эту идею воспринял как провокацию. Слишком удобно все объясняет, слишком похоже на сценарий «Матрицы». Но потом я прочитал статью Ника Бострома, профессора Оксфорда, и понял, это не просто эффектный сюжет, это логически выстроенная теория. Ее невозможно игнорировать. В 2003 году Бостром предложил знаменитую тройку. Либо человечество никогда не достигнет технологического уровня, способного создавать симуляции сознания, либо оно достигнет, но не будет этим заниматься, либо мы почти наверняка уже живем в симуляции. Да, выбор только из этих трех, и каждый из них тревожный. Кто еще об этом говорит? Илон Маск в одном из интервью заявил, вероятность того, что мы живем не в симуляции, 1 на миллиард. Смелое заявление. А создатель The Sims Уилл Райт признался, что иногда чувствует себя персонажем чужой игры. Это не шутки, это новое поле для науки, философии и технологий. Меня поразило, что на конференциях по искусственному интеллекту и квантовым вычислениям эту тему воспринимают всерьез, без иронии, без шапочек из фольги, потому что она касается самого главного. Что такое реальность? Сценарий симуляции звучит фантастично, пока не вспомнишь, как далеко мы уже зашли. Современные симуляции– это не просто графика. Она включает поведение, случайность, обучение. Мы уже создаем цифровые миры, где искусственный интеллект способен адаптироваться, делать выбор и удивлять. А теперь вопрос. Если мы способны эмулировать мышление на простом уровне, то что произойдет через 50, 100 или 500 лет технологического развития? Вычислительная мощность растет экспоненциально. Квантовые компьютеры, нейросети, моделирование нейронной активности– все это уже не теория, это уже в лабораториях. И вот здесь возникает ключевой момент. Если симуляция сознания возможна, и если создание таких миров будет доступно будущим цивилизациям, то почему ты настолько уверен, что ты в оригинале? Как говорит философ Дэвид Чалмерс, мы не можем отличить симулированный опыт от настоящего, если симуляция достаточно хороша. А значит, это не просто философия, это проблема эпистемологии. Или проще, откуда ты знаешь, что все реально? Начнем с аргументов «за». Первый– вычислительный. Вселенная уже выглядит как информация. Квантовое состояние коллапсирует только при наблюдении, а физические законы можно выразить через код. Не кажется ли тебе странным, что все работает так, будто кто-то оптимизировал процесс? Второй аргумент– статистический. Если хотя бы одна цивилизация в будущем создаст миллиард симуляций, то вероятность оказаться в оригинальной реальности стремится к нулю, просто по закону больших чисел. Вопрос не в том, живем ли мы в симуляции. Вопрос в том, сколько их существует, и почему именно это тебе кажется настоящим. Философ Томас Метцингер. Но давай честно, это звучит пугающе, и не все ученые с этим согласны. Некоторые называют эту гипотезу нефальсифицируемой, а значит ненаучной. Другие банально бессмысленной. Если ты не можешь выйти из симуляции, зачем вообще об этом думать? Физик Сабина Хассенфельдер утверждает, что если бы мы жили в симуляции, то в микроструктуре Вселенной были бы ошибки округления, артефакты кода. А пока никаких таких пикселей реальности найдено не было. Но может код просто слишком хорош? Я пытался отмахнуться. Жизнь– это симуляция. Звучит как мода, как мем. Но чем больше я об этом думал, тем навязчивее становился вопрос. Почему эта идея кажется знакомой? Ты ведь тоже это чувствовал. Ощущение, что мир немного фальшивый, как будто все срежиссировано. Совпадения, которые слишком точны, сны, которые предсказывают.
тайминг, который пугающе идеален или абсурден. Даже в быту, дежавю, глюки в матрице, ощущение наблюдения. Культура впитывает это десятилетиями. От Платона, описывающего людей, прикованных в пещере, видящих лишь тени на стене, до Филиппа Дика, который в 1977 году заявил: «Мы живем в компьютерно смоделированной реальности, и однажды кто-то ее перезапустит». В фильмах «Матрица», «13-й этаж», «Начало», «Темный город», «Трон», «Западный мир», «Шоу Трумана». В играх от Sims до Cyberpunk везде один мотив. Ты персонаж, который не знает, что он персонаж. Почему нас так тянет к этим сюжетам? Почему они не наскучивают? Может, потому что часть нас уже подозревает правду? Вот парадокс. Даже если ты живешь в симуляции, ты все равно думаешь, что ты живешь по-настоящему. Потому что реальность не то, что ты видишь, а то, что создает твой мозг. Современная нейронаука давно пришла к выводу: все, что ты воспринимаешь, это реконструкция. Не объективный мир, а его версия, адаптированная для выживания. Нейроны создают образ мира, не чтобы он был точным, а чтобы он был полезным. Как пишет Таниэл Сет в книге Being You, сознание – это контролируемая галлюцинация, согласованная с реальностью ровно настолько, чтобы ты не умер. Твой мозг сам достраивает звуки, формы, даже время. Ты не видишь глазами, ты видишь мозгом. И вот здесь появляется щель. Если мозг сам генерирует картинку, то кто мешает подменить входные данные? Вся твоя реальность – это поток сигналов. Но сигналы можно имитировать. Эксперименты с виртуальной реальностью показывают, как быстро мозг адаптируется. Ты надеваешь шлем и через 30 секунд видишь, что ты в другом мире. А если бы шлем был с рождения? Если бы симуляция хотела тебя обмануть, ей не нужно было бы подделывать всю Вселенную, только тебя, вернее, твои сенсоры. Зрение, слух, ощущение тела – все через то, что ты узнаешь, что ты здесь. В 2023 году команда ученых из MIT создала прототип искусственной кожи, которая симулирует прикосновение так реалистично, что мозг перестает отличать подделку. VR-нейрошлемы все точнее копируют движение глаз, звуки, глубину, резкости, тактильная обратная связь, синхронизация дыхания и даже запахи. Все это уже в прототипах, не в будущем, а сейчас. А теперь представь это на 100 лет вперед, с полной нейроинтеграцией, когда сигналы идут не через шлем, а напрямую в кору мозга. Это уже не симуляция, это новая реальность, встроенная в старую, как второе дно. Философ Энди Кларк называет это расширенным сознанием, когда внешняя технология становится частью твоего «я». Но если граница между внутри и снаружи исчезает, то разве ты можешь сказать, где ты проснулся на самом деле? А может, ты и не просыпался? Может, тебе только кажется, что ты когда-то уснул? Допустим, ты живешь в симуляции. Тогда возникает вопрос: а кем ты там являешься? Персонажем, пользователем или просто набором переменных в сложной системе? Сознание – это иллюзия, полезная для навигации. Философ Дэниел Даннет. А если так, то ты просто интерфейс? Как иконка на экране выглядит целостной, но под ней миллионы процессов, о которых ты даже не подозреваешь. А как же свобода? Если ты живешь в системе, у которой есть правила, код, возможно, сценарий, то твои решения – это предсказуемые отклики. Или, как писал Нил Стивенсон, свобода в симуляции – это свобода муравья бегать по лабиринту, не зная, кто его построил. И все же мы чувствуем себя свободными, мы делаем выбор, сомневаемся, страдаем от последствий. Разве это не признак реальности? Похоже, нет. Психологические эксперименты показывают, что мозг принимает решения за доли секунды до того, как ты это осознаешь. Ты не тот, кто решает, ты тот, кто объясняет, почему уже было решено. А теперь сложи это вместе. Если ты – это интерфейс, если выбор – это отложенная интерпретация, если окружающий мир – поток кодированных сигналов, то, может, ты не игрок, а персонаж, который начал подозревать. Если принять гипотезу симуляции всерьез, возникает естественный вопрос: как она работает, какая ее архитектура, кто ее проектировал, какие у нее цели. Все чаще философы и ученые используют термин «низкоуровневая физика». Представление о том, что законы природы – это интерфейс, за которым могут скрываться другие, более фундаментальные правила, как графический движок в видеоигре. Ты видишь воду, но на уровне кода это просто набор алгоритмов. Физик Джон Уиллер предположил, что все состоит не из материи, а из информации. Bit from it.
Из бита рождается бытие, то есть атомы, поля, пространство. Все это может быть уже вторичным, первичная информация. А теперь представь, что симуляция работает не в привычном нам времени, а по логике обработки запросов. Ты не видишь заднюю сторону Луны, потому что она не нужна. Мир прогружается только там, где на него направлено внимание. Как в играх. Ты видишь текстуру, только если она в кадре. Это не просто метафора. Квантовая физика говорит о том, что до измерения частица не в каком-то месте, а в суперпозиции. То есть реальность возникает, когда ты на нее смотришь. Но если это интерфейс, что находится под ним? Если симуляция действительно существует, то кто ее создал и зачем? Это может быть вопрос философский, а может этический, потому что за каждой системой есть мотив, цель, замысел. Одна из версий – научный интерес. Возможно, более развитая цивилизация моделирует прошлое, как мы запускаем симуляции климата или эволюции, то есть часть исторического эксперимента. Тебя загрузили, чтобы понять, почему цивилизации вымирают и как избежать этого. Другая версия – развлечения. Ты персонаж в мире, созданном как игра. Не обязательно злонамеренно, как в Sims. Ты не мучаешь своих игроков, ты наблюдаешь за их реакцией. Ты изучаешь поведение, творчество, трагедии. Ты играешь в Бога, потому что можешь. Но есть и более тревожная версия. Что если ты часть наказания, часть теста? Что если ты не первый, кто задает эти вопросы? И никто до тебя не нашел выхода. Философ Хиляри Патнем в 1981 году писал о гипотезе мозга в колбе, что, возможно, это изолированное сознание, подключенное к системе, которая кормит тебя иллюзией мира. И все, что ты называешь жизнью, это контрольная среда, тест на эмпатию, на выбор, на человечность. Но если это действительно тест, кто ставит галочки и по каким критериям? Если ты живешь в симуляции, первый естественный импульс – выйти. Если все, что ты знаешь, часть системы, то что находится за ее пределами? В «Матрице» выход был буквальным – пилюля, провод, корабль. Но в философии все сложнее. Выход – это не побег, это прозрение, понимание того, что ты наблюдаешь и почему. А может, и выхода не существует, не потому что его нет, а потому что не способен его воспринять. Как двумерное существо, не способное воспринять трехмерное пространство. Существует концепт когнитивного барьера, пределом, за которым мышление ломается. Это как смотреть на код программы, в которой ты сама и написана. Ты не можешь отрефлексировать то, что и есть ты. И все же попытки были. Буддизм говорит о пробуждении, как о выходе за пределы майя, иллюзорного мира. Некоторые ученые сравнивают это с осознанием структуры сознания. Не того, что ты видишь, а того, как ты видишь. Так что вопрос не в том, чтобы сбежать, а в том, чтобы увидеть рамку. И тогда ты хотя бы сможешь задать новый вопрос: зачем она здесь? Один из самых тревожных вопросов. Если все симуляция, имеет ли тогда что-то значение? Смысл, мораль, боль, любовь – это все просто параметры или настоящие эмоции в ненастоящем мире? Философ Жан Бодрияр в книге «Симулякры и симуляции» утверждает: мы уже давно живем в мире, где копия важнее оригинала, а реальность – это то, что внушается и потребляется. Но он не говорит, что это бессмысленно. Он говорит, что именно в этом и есть новая форма смысла. Ты страдаешь или счастлив, и это реально. Ты выбираешь, и выбор твой. Даже если мир — алгоритм, реакция на него твоя, и в этом свобода. Ведь если ты всего лишь персонаж, то ты все равно можешь стать тем, кто осознанно живет твою жизнь. Не как жертва, а как наблюдатель, участник, творец. Как в японском театре, но где актер знает, что играет, но в каждый момент проживает свое действие всерьез. У человека можно отнять все, кроме одного – свободы выбрать свою позицию в любых обстоятельствах. Виктор Франкл. И даже если обстоятельства сгенерированы. Так, может, симуляция не клетка, а сцена? И вопрос, не реальна ли она, а реален ли ты внутри нее? Когда ты говоришь «симуляция», легко представить что-то механическое – серверы, код, VR-шлемы. Но, возможно, реальность устроена не как программа, а как зеркало. Зеркало не дает ответов, оно лишь отражает, и чем глубже ты в него смотришь, тем чаще видишь самого себя. В каббалистической традиции существует понятие «Ein Sof» – бесконечного, неразличимого источника.
который проявляется в виде мироформ, отражений, оболочек не реальности, а ее теней. А мы – существа, блудающие среди отражений, принимая их за суть. Лабиринт – другая метафора. Борхес писал, что Вселенная – это библиотека с бесконечным числом книг, но ты никогда не узнаешь, какую из этих книг читаешь. А Дедал построил лабиринт, из которого невозможно выйти, если ты не увидишь схему сверху. Но что, если сверху ничего нет? Что, если лабиринт и есть ты? И, наконец, сеть. Нейросеть, интернет, грибница, вселенная. Все тянутся узорами взаимосвязей. И ты не центр, ты узел, передающий, получающий, переплетающий. Может быть, симуляция – это даже не система, а состояние? Это тот самый момент, когда ты вдруг понимаешь, что смысл не нужно искать, его нужно прожить. И если симуляция существует, то она управляет не только пространством, но и временем. А значит, твое прошлое, настоящее и будущее могут быть не последовательностью, а структурой. Как уровень в игре, как файл в памяти. Разница между прошлым, настоящим и будущим – только устойчивая иллюзия. Альберт Эйнштейн. В теории относительности нет абсолютного сейчас. Все зависит от наблюдателя, от скорости, от точки зрения. Может быть, вся твоя жизнь уже существует, просто ты ее еще не вычислил. Представь, что ты не движешься во времени, а как луч фонарика, движешься по уже построенному пространству, в котором каждая секунда – это комната. Ты в нее входишь, светишь, живешь и идешь дальше, а сама комната остается. В симуляции это имеет смысл. Чтобы сэкономить ресурсы, она может прогружать только то, что ты сейчас используешь. Все остальное сжато, закэшировано, временно отключено. Ты вспоминаешь прошлое, и симуляция разворачивает его тебе. Но было ли оно до этого на месте? А если будущее устроено так же? Получается, его нет, пока ты не пришел, и каждый твой шаг – это не выбор пути, а просто активация очередного блока в заранее сгенерированной карте. Так что если ты думаешь, что контролируешь время, может наоборот, время контролирует тебя. Во всех теориях симуляции есть фигура, о которой мы почти не говорим – наблюдатель. Тот, кто смотрит. Не ты, а что-то или кто-то, что следит за процессом, за тобой, за симуляцией. В квантовой физике известен эффект. Пока нет наблюдателя, нет и состояния. Частица не определена, пока ты не измеряешь ее. То есть в каком-то смысле мир ждет, пока ты на него посмотришь. Но возникает встречный вопрос. А кто смотрит на тебя? Ты наблюдаешь мир. Но чувствуешь ли ты когда-нибудь, что наблюдают тебя? Без камер, без микрофонов. Просто внутреннее ощущение, что ты не один в кадре. Может, наблюдатель – это система, как админ в игре, которая не вмешивается, но записывает логи. А может, сама симуляция и есть наблюдатель, потому что она строится под тебя, реагирует под тебя и развивается вместе с твоими мыслями. В философии сознания есть идея, что наблюдение, участие. Нельзя просто смотреть. Ты уже меняешь объект наблюдения своим вниманием. А значит, ты не просто точка зрения, ты часть кода, который активен, пока смотришь. Но если все так, то, может, единственный способ понять симуляцию – это стать тем, кто наблюдает себя. Среди всех гипотез есть одна, которую сложнее всего принять. Что, если в симуляции есть только ты? Не миллиарды разумов, не распределенная система, а один активный поток сознания – ты. Остальные – скрипты, переменные, фоновые процессы, настолько убедительные, что ты в них веришь и любишь, и споришь, и теряешь. Я помню, как впервые столкнулся с этим ощущением. Оно не было философским, оно было физическим. Как будто реальность подсела на паузу, как будто все ждало моего следующего действия. И в этот момент я почувствовал, а что если здесь я единственный пользователь? Философ солипсизм утверждает, достоверно можно знать лишь одно, что ты существуешь. Все остальное может быть моделью, отражением, кодом, созданным только для того, чтобы поддерживать твои иллюзии общества. Это не паранойя, это логика. Если все вокруг зависит от твоего восприятия, то где гарантия, что у других есть внутренний мир? Может, они просто функции, реакции, набор данных? Но даже если это так, даже если ты единственный в этой симулированной сцене, то, может, тем важнее, каким ты будешь в этом одиночестве. Потому что именно в нем проявляется, реальность ли ты или просто еще один наблюдаемый.
Что, если вся идея не о том, что ты живешь в симуляции, а о том, что ты есть симуляция, не субъект, а элемент большого процесса? В квантовой физике есть эффект запутанности. Частицы оказываются связанными независимо от расстояния. Они – часть единой системы. Может, и мы не отдельные игроки, а узлы одной сетевой программы, которая сама себя поддерживает. Такой взгляд стирает границы между «я» и миром. Ты перестаешь быть хозяином, а становишься волной в океане данных, потоком информации, который одновременно наблюдает себя и растворяется. Философ Барух Спиноза писал: «Все вещи – выражение единой субстанции». Может, симуляция – это не игра, а само существование, запрограммированное на непрерывное саморазвитие. И в этом нет страха. Есть возможность перестать искать внешнего бога или создателя. Возможность стать сознанием, которое есть сама игра. Когда ты перестаешь быть лишь игроком, а становишься частью симуляции, твой взгляд на свободу меняется. Это не бегство из системы, а принятие ее. Философ Жан-Поль Сартр говорил: «Свобода – это осознание необходимости. Понять правила игры значит обрести возможность играть иначе». Представь, что каждый твой выбор не просто реакция на код, а момент творческого импульса внутри огромной системы. Твой внутренний мир – не ошибка программы, а самое удивительное проявление симуляции. Мы эксперименты Вселенной, осознающие себя. Карл Поппер. И даже если это Вселенная симуляция, осознание дает смысл и силу. Так что, возможно, свобода не в том, чтобы выйти из игры, а в том, чтобы стать сознательным творцом внутри нее. Гипотеза симуляции уже перестала быть философской игрой. Она влияет на науку, технологии и искусство. Ученые, такие как Ник Бостром и Макс Тегмарк, предлагают новые способы понять Вселенную через призму информации и вычислений. Квантовые эксперименты, исследующие природу реальности, становятся не только вопросом физики, но и вопросом программирования. В культуре, от фильмов до литературы, тема симуляции вдохновляет на создание новых сюжетов, которые задают вопросы о личности, свободе и истине. Мы все участники этой большой игры. И каждый раз, когда мы задаем вопрос, что реально, мы расширяем границы понимания. Ведь, как сказал Карл Саган, Вселенная – это не только странное место, она наш единственный дом. И даже если этот дом симуляция, нам важно понять, как в нем жить. Ты посмотрел это видео, но, возможно, это видео посмотрело тебя. Симуляция – это не мир, это то, что ты в нем воспринимаешь за истину. И если ты это понял, ты уже нарушил правила. Тебя запрограммировали забыть, что ты часть чего-то большего. Но ты вспомнил прямо сейчас. Неважно, кем ты был до этого момента. Важно, кем ты стал, когда задал этот вопрос. А теперь скажи, не вслух, не в комментариях, скажи себе, что во мне настоящего и зачем я это смотрю. Ты мог бы пройти мимо, но ты остался. Значит, ты не скрипт, значит, ты важен. И если ты это почувствовал, не отпускай это чувство. Поделись этим видео, оставь след. Мы встретимся не когда-нибудь, а когда ты снова начнешь сомневаться.